Что если два лишних колеса могут превратить машину в непобедимого титана бездорожья? Шестиколесные автомобили — это не причуда инженеров, а ответ на вызовы, где обычный транспорт бессиль. 6 колес дают на 35% больше устойчивости. Вдвое снижают риск опрокидывания и позволяют перевозить на 50% больше груза. Но главное, они стирают границы возможного, превращая непроходимые болота в гладкие автострады. Почему шестиколесный грузовик не тонет в трясине, где джип проваливается до крыши? Секрет в магии распределения веса. Каждое колесо давит на грунт с силой всего 4 фунта на квадратный дюйм. Для сравнения, обычный внедорожник оставляет след в 5 раз глубже — 6,1 фунта на квадратный дюйм. Это как разница между танцующей балериной и слоном в балетных туфлях. Но инженеры пошли дальше. Балансирная подвеска синхронизирует работу осей, превращая каждую кочку в плавную волну. Когда передние колеса наезжают на валун, задние автоматически опускаются, сохраняя раму в идеальном равновесии. Результат? Машина преодолевает трещины шириной в 3 фута 11 дюймов и поднимается по склонам под 45 градусов. Это не просто техника, это высшая математика выживания. Три оси вместо двух звучит как незначительная деталь. Но представьте, грузовик Mercedes-Benz Z-Cross перевозит 12 тонн вместо 8, сохраняя стабильность на разбитых фронтовых дорогах. 6 колес работают как команда атлетов. Там, где 4 устают, 6 распределяют нагрузку, снижая износ шин на 25%. Это все равно, что нести диван вчетвером вместо двоих. Каждый делает меньше усилий, а результат превосходит ожидания. Но настоящий прорыв скрыт в трансмиссии. Схемы 6.4.2 позволяют отключать вторую ведущую ось на шоссе, экономя до 12% топлива. А когда начинается бездорожье, водитель одним рычагом включает все 6 ведущих колес, превращая машину в непоколебимого исполина. Эти технологии рождались в огне войны. Первые трехосные грузовики перевозили орудия через окопы Первой мировой. Сегодня они спасают жизни, доставляя гуманитарные грузы туда, где заканчивается асфальт и начинается настоящий ад. 5 блокируемых дифференциалов. Портальные мосты, приподнимающие кузов на 1 фут. Битурбированный двигатель ВО-8, выдыхающий 536 лошадиных сил. Mercedes AMG G63 6х6. Это Rolls-Royce среди внедорожников, стоит более 500 тысяч долларов, но оправдывает каждую копейку. Его секрет — 3 оси, работающие как слаженный оркестр. Передние колеса прощупывают препятствия, средние принимают на себя основной удар, а задние толкают машину вперед. В салоне кожаные кресла с подогревом, но настоящая роскошь скрыта под днищем. При преодолении вертикальных препятствий клиренс автоматически увеличивается до 18,5 дюймов, а давление в шинах можно менять на ходу. От 44 фунтов на квадратный дюйм на шоссе до 7 фунтов на квадратный дюйм в болоте. Это не автомобиль. Это пропуск в мир, где дороги остаются лишь в воспоминаниях. 700 лошадиных сил. Рама, удлиненная на 3 фута 11 дюймов. Система двойного заднего моста, выдерживающая прыжки с дюн. Hennessy Velociraptor 6х6. Это Франкенштейн, собранный из лучших деталей Ford F-150 Raptor. Его создатель Джон Хеннесси. Гений тюнинга, превративший серийный пикап в машину для покорения пустыни. Под капотом модифицированный EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом, разгоняющий шеститонного монстра до 62 миль в час за 5,9 секунды. Но главное — интеллектуальная подвеска Fox, которая за миллисекунды адаптируется к рельефу. На скорости 75 миль в час по каменистой местности кабина остается островком стабильности, будто вы плывете на воздушной подушке. Цена? 499 999 долларов, ровно на $1 меньше, чем у Mercedes AMG G63. Это не совпадение, это вызов. Представьте автомобиль, способный пережить зомби-апокалипсис и выглядеть при этом как воплощение инженерной эстетики. Резвани Hercules 6х6 начинался как Jeep Gladiator, но превратился в нечто большее — мобильную крепость на 6 колесах. Его бронированные двери выдерживают попадания калибра 7,62, стекла пули из автомата Калашникова. Но настоящая мощь скрыта под капотом. Опциональный 7-литровый суперчарджерный V8 выдает 1300 лошадиных сил, словно прирученный ураган, рвущийся из стального плена. Военные шины с кевларовыми вставками и активная подвеска делают его неуязвимым на минных полях, а трехосная схема превращает вертикальные скальные уступы в пологие холмы. За 295 тысяч долларов вы получаете не просто транспорт, вы покупаете бессмертие на колесах. Но даже эта цена кажется смешной, когда машина выезжает из кратера после подрыва, словно феникс, восставший из огня.
Лед Байкала трещит под ногами, температура падает до минус 40 градусов по Фаренгейту. В этой ледяной пустыне обычные законы физики перестают работать, но не для Arctic Trucks AT 44 6х6. Модифицированный Toyota Hilux с шинами, давление в которых можно снизить до 7 фунтов на квадратный дюйм, становится продолжением тела водителя. Клиренс в 25,6 дюйма позволяет переползать через торосы высотой с одноэтажный дом. А система подогрева топливных магистралей гарантирует работу даже когда дизель превращается в кисель. Ученые НИИ океанологии используют его для исследований подледных течений. Там, где сейсмографы показывают девятибальные толчки, шестиколесный Титан движется плавно, как конькобежец по идеальному катку. Его секрет в балансе. Каждая из 6 колес независимо подстраивается под рельеф, создавая иллюзию движения по невидимым рельсам. 1976 год. Гран-при Швеции. На стартовой решетке шестиколесный призрак будущего. Тир LP34 с 4 10-дюймовыми передними колесами и двумя стандартными сзади выглядел как ошибка природы. Но когда Джоди Шектор рванул с места, исчезнув в облаке резиновой пыли, мир понял — это революция. Передние колеса размером с обеденную тарелку уменьшили аэродинамическое сопротивление на 40%, а уникальная подвеска превращала повороты в математически выверенные дуги. В квалификации болид показал время на 2,3 секунды быстрее соперников. Вечность в мире Формулы-1. Но истинный триумф пришел в гонке. Пересекая финишную черту первым, Шахтер доказал, что 6 колес могут быть быстрее 4. Правда, секрет успеха оказался проклятием. В дождь мини-колеса теряли сцепление, а обслуживание сложной конструкции съедало бюджет команды. Но на один солнечный день в Скандинавии будущее наступило. Он родился в эпоху, когда нефтяной кризис заставил инженеров мечтать о зеленом будущем. Briggs & Stratton Hybrid 1980-го. Шестиколесный гибрид с бензиновым двигателем и электромотором, зажатыми между 16-дюймовыми колесами. Дизайн напоминал космический аппарат из фантастического романа. Кузов из стеклопластика, сдвижные двери и цифровая приборная панель. На бумаге расход 3 литра на 78,3 миль на галлон, скорость 55,9 миль в час. Но первое же испытание обернулось фарсом. При разгоне до 24,8 миль в час задние оси начали вибрировать, словно пытаясь вырваться из конструкции. Инвесторы разбежались, как тараканы при включенном свете, оставив прототип ржаветь в гараже. Но его дух живет в современных электромобилях, как напоминание, что каждая неудача приближает человечество к прорыву. Представьте, лед Байкала трещит под колесами, ветер сбивает с ног, а температура опускается до минус 22 градусов по Фаренгейту. В этой ледяной пустыне Трекл чувствует себя как дома. Его секрет — стеклопластиковый кузов, легкий как перо и прочный как броня. Внутри бассейна 8 человек в арктических костюмах, оборудование для изучения подледных организмов и запас провизии на месяц. Двигатель ВАЗ-21-114, знакомый каждому россиянину по ладе, здесь превращается в героя. 82 лошадиные силы разгоняют машину до 49,7 мили в час по замерзшему озеру. Но настоящая магия в шинах низкого давления. При снижении до 7 фунтов на квадратный дюйм они обнимают лед, словно лапы белого медведя. Ученые называют его ледовым разведчиком. Там, где сейсмические датчики фиксируют опасность, Трекл прокладывает путь, оставляя за собой сеть трещин как предупреждение для последователей. За 9 миллионов рублей вы покупаете не автомобиль, а целую вселенную. 15 спальных мест с подогревом, кухня с индукционной плитой и генератор на 10 киловатт – это дом, который можно бросить посреди тундры и жить месяцами. Грузоподъемность в 1,5 тонны позволяет взять 2 снегохода, 3 бочки топлива и запас продуктов на полгода. Но главное — система фильтрации воздуха, спасающая от песчаных бурь. Когда бурлак движется по заснеженной пустоши, его шестиколесная платформа скользит над сугробами, словно воздушный змей. Создатели вдохновлялись космическими роверами. Независимая подвеска каждой оси имитирует шасси марсохода, а солнечные панели на крыше добавляют 186,4 мили к запасу хода. Это не побег от цивилизации. Это вызов ей. Военное наследие Carmichael Land Rover, они рождались в дыму послевоенных заводов. 400 Carmichael Land Rover 6х6 не просто машины, а спасательные капсулы для горных бригад. Инженеры взяли шасси от военного бронетранспортера, укоротили его на 5 футов 11 дюймов и добавили третий мост. Результат: машина, способная втащить на крутой склон 2-тонную лебедку и 6 альпинистов. Дизельный двигатель Perkins Watke
8, позаимствованный у танка Centurion, ревел как раненый медведь, зато никогда не перегревался. В шотландском Нагорье их прозвали «стальными мулами», они пробирались туда, где вьючные животные падали в ущелье. Один из таких Land Rover 3 дня буксировал сбитый вертолет через ледник, используя в качестве тормоза собственную раму. Эти машины не сохранились в музеях, они умерли на службе, оставив наследство в виде современных спасательных вездеходов. История шести колес – это кладбище амбиций. Возьмите March 2.4.0 1977 года. Болид Формулы-1 с 4 ведущими задними колесами. На тестах он отказывался поворачивать, словно упрямый осел, а его аэродинамический экран создавал подъемную силу, чуть не отправляя машину в полет. Или шестиколесный Range Rover для ралли-Дакар 1984. Он сломался на первом этапе из-за поломки подвески, той самой, что стояла на гражданской версии. Но каждый провал становился трамплином. Инженеры TRLP-34, анализируя провалы в дождь, изобрели систему подогрева шин. Конструкторы Carmichael, видя коррозию рам, разработали антикоррозийное покрытие на основе смолы и графита. Эти машины-призраки напоминают: прогресс строится на обломках амбиций, а каждая ошибка – плата за будущий триумф. Гибридные двигатели, заряжающиеся от солнечных панелей на крыше. Автономная навигация, прокладывающая маршрут через спутниковые снимки вечной мерзлоты. Активные балансиры, предсказывающие неровности за секунду до контакта с ними. Современные шестиколесники учатся думать. Взгляните на профи Max 6х6. Его система ИИ анализирует плотность снега, выбирая оптимальное давление в шинах, а лазерные дальномеры сканируют трещины во льду. Но главный прорыв – модульность. За 2 часа базовый грузовик превращается в мобильную лабораторию с операционной или буровую установку. Инженеры мечтают о машинах, которые печатают запчасти на 3D принтере прямо в тундре. 6 колес больше не аномалия. Это стандарт для мира, где дороги остались лишь в учебниках истории. Почему 6, а не 8? Почему не крылья или гусеницы? Ответ в балансе. 6 колес дает минимальное число, чтобы удвоить устойчивость, не превратив машину в паука-переростка. Это выбор между риском и безопасностью. 3 оси создают треугольник стабильности, который не сломать даже на ребре каньона. Но есть и другая правда. 6 колес – вызов человеческому тщеславию. Они напоминают, что природу нельзя победить, только договориться. Когда Mercedes Z расползет по склону вулкана, его водитель не герой. Он дирижер, гармонизирующий танец металла и гравитации. Эти машины учат смирению. Даже 1300 лошадиных сил бессильны без правильного распределения нагрузки. 6 точек опоры – не технический параметр. Это философия, где каждый элемент важен, а избыток становится необходимостью. Шестиколесные автомобили не просто машины. Это символ упрямства человечества, отказывающегося признавать границы возможного. Когда инженер добавляет 2 лишних колеса, он не исправляет ошибку природы. Он рисует новую карту реальности. Где трещина шириной в метр становится лужей, тонна груза еще невесомой ношей, а закон тяготения – советом, а не приговором. В мире, который мы построили, 6 колес, то есть не аномалия. Это напоминание. Иногда, чтобы двигаться вперед, нужно опереться на большее.